Когда грузовики начали выгружать миллионы пчел на засоленную пустынную землю Южной Калифорнии, все решили, что это самая нелепая фермерская затея десятилетия. Социальные сети взорвались роликами, где фермеры буквально выливают пчел на покрытую солью корку, больше похожую на выжженную равнину, чем на ферму. Аграрные эксперты называли все это жестоким обращением с животными. Соседи считали, что фермеры потеряли рассудок. Местные телеканалы крутили репортажи о калифорнийском безумии с пчелами, обреченном на провал. Но через месяц все перевернулось. Пчелы стали ключевым звеном в саду Гилкри, переносили пыльцу между цветками, помогая оплодотворению фруктовых деревьев. И те же люди, что глумились и критиковали смелую стратегию, отчаянно пытались скопировать то, что сделали калифорнийские фермеры, осознав, что полностью недооценили идею, способную навсегда изменить сельское хозяйство. Катастрофа в агросекторе назревала давно. Фермеры Южной Калифорнии столкнулись с кризисом, который грозил разрушить весь их уклад. Засушливые долины и пустыня Анза-Боррега всегда были сложны для земледелия, но к 2023 году ситуация стала отчаянной. Урожайность падала из года в год, традиционные методы перестали работать в условиях все более сурового климата. Проблема была не только в жаре и дефиците воды. Почвы становились все более щелочными из-за древних отложений и минерализованных грунтовых вод. Обычные культуры не выдерживали соленых условий, а фермеры сжигали состояние, пытаясь исправить землю, которая словно отказывалась поддаваться. И все же была культура, которая, казалось, вопреки логике, чувствовала себя здесь лучше прочих — люцерна. Это фиолетово-цветущее растение имело глубокие корни, способные дотягиваться до влаги, недоступной другим посевам. Еще важнее, люцерна была высоколиквидной, особенно если удавалось собирать семена, а не сено. Семена люцерны и растения, выросшие из них, умели удерживать воду в почве, помогая будущим урожаям переживать внезапные засухи. Но была хитрость. Семена образуются лишь при правильном и весьма специфическом опылении. Цветок люцерны устроен как мини-катапульта. Лепестки запускают пружинный механизм только при определенном давлении. Большинство пчел, включая медоносных, которые фермеры привыкли использовать, либо не способны активировать этот механизм, либо избегают его, слишком неприятный удар. Без нужного опыления люцерна дает море цветов и крохи семян. Сезон за сезоном люди теряли $1000. Прекрасные фиолетовые поля не приносили нужного семенного урожая, без которого хозяйства не могли держаться на плаву. Нужен был резкий поворот, и решение, к которому они пришли, сделало их посмешищем в глазах аграрного мира. Ответ оказался спрятан в истории Южной Калифорнии. Вместе с видом пчел, о котором большинство людей и не слышало, а если и слышало, то не понимало. Все началось со странной находки в старых исследованиях. Доктор Эмили Харпер, агроэколог из Сан-Диего, копалась в фондовых материалах университета, когда наткнулась на работу 1970-х годов. В ней описывались местные щелочные пчелы. Вид, казавшийся слишком хорошим, чтобы быть правдой. Идеальные опылители люцерны, существовавшие в регионе тысячи лет. В отличие от медоносных пчел с их ульями и медом, эти насекомые вели одиночный образ жизни, строя подземные гнезда в соленой почве. Каждая самка выкапывала собственную систему ходов и выращивала потомство в отдельных камерах. Сердце доктора Харпер забилось быстрее, когда она прочла, как именно эти пчелы взаимодействуют с цветком люцерны. Вместо того, чтобы избегать катапультного механизма, щелочные пчелы буквально любили его. Приземляясь на венчик, они по размеру и массе идеально запускали пружину, каждый раз, словно крошечные ключи, созданные под один замок. Проблема.
Популяции щелочных пчел резко упали десятилетия назад из-за пестицидов и утраты места обитаний. Те самые пчелы, которые могли бы спасти семенную индустрию люцерны в Южной Калифорнии, почти исчезли. Доктор Харпер поняла, если вернуть этот вид, кризис опыления можно решить. Но как воссоздать условия, необходимые пчелам? Старые работы упоминали соленую, умеренно влажную почву особой структуры, настолько рыхлую, чтобы копать, и достаточно устойчивую, чтобы ходы не обрушивались. Ключевым была соль. Уровни, губительные для большинства насекомых, щелочным пчелам, напротив, помогали. Харпер звонила фермерам, рассказывала о гипотезе, но ее считали сумасшедшей. Намеренно создавать засоленные участки, чтобы привлечь миллионы гнездящихся пчел. Научная фантастика. Несколько фермеров бросили трубку, как только она произнесла: «Надо посыпать вашу землю солью, а потом выпустить миллионы пчел в подготовленный грунт». Лишь самые отчаявшиеся согласились слушать, не подозревая, что будут либо героями, либо самыми осмеянными людьми в агроистории региона. Эксперимент начался у фермера по имени Джейк Томпсон. Он согласился стать первым испытателем подхода доктора Харпер. Джейк не ожидал, что через пару недель перед его участком выстроятся телекамеры, снимая, как он выгружает миллионы пчел на участок, похожий на гигантскую соляную плоскость. Кадры моментально разошлись по соцсетям и превратили калифорнийское земледелие в шутку. «Спасите пчел!» «Не мучайте насекомых!» — кричали заголовки. Первый шаг Джейка — подготовить пятиакравый участок для пчелиного опыта. Бригада размяла и переложила почву, добиваясь плотности. Рыхло для копания, крепко для сводов. Затем безумие в глазах прохожих. Он покрывает землю толстым слоем соли. Грузовики подвозили тонны. Рабочие равномерно рассыпали кристаллы по площадке так, словно пытались убить все живое. Люди останавливались, фотографировали и постили. Чокнутый фермер солит землю. Далее то, чего никто не видел. Подземная система труб и датчиков, поддерживающих нужную влажность в зоне будущих туннелей. Система вышла дорогой, сложной, требующей постоянных корректировок. Критики язвили, мол, Джейк потратил больше денег на подземный капельный космос, чем большинство тратит всю жизнь на полив. Наконец, прибыл тот момент, ради которого сюда съехались журналисты — доставка пчел. Специализированные грузовики привезли миллионы щелочных пчел, выращенных и подготовленных к выпуску. Вид рабочих, буквально высыпающих живых пчел на засоленную пустынную корку, показался настолько абсурдным, что видео мгновенно стали вирусными. Волна негатива была подавляющей. Томпсон получал письма с ненавистью, мол, он мучает насекомых ради безумной идеи. Но и он, и доктор Харпер знали, судить можно будет лишь через месяц, или эксперимент окажется работоспособным, или провалится с оглушительным треском. Тем временем под соляной коркой происходило то, чего никто наверху не видел. Миллионы пчел, которым прочили гибель, не разбежались и не сдались. Через несколько дней они начали копать. Каждая самка, опустившись на поверхность, чувствовала правильные условия ниже и прорывала соляной слой, углубляясь в подготовленный грунт. Туннели получались идеально круглыми, а затем расходились в горизонтальные камеры. Доктор Харпер поражала, насколько точно пчелы выбирают места копки, не хаотично по всей площадке, а участками создавая эффективную подземную сеть. Где-то плотность ходов становилась высокой, другие сегменты оставались нетронутыми, будто насекомые следовали невидимому плану. Соль, о которой говорили как о яде, помогала, удерживала нужную влажность, не подпускала нежелательных насекомых к гнездовью, создавала щелочные условия, естественно защищающие расплод от болезней и паразитов обычной почвы. В камерах каждая самка запасала пыльцу и нектар,
откладывала яйцо, и безопасное развитие шло под защитой соленой корки и подземного увлажнения Джейка. Популяция росла быстрее, чем предполагали. Каждая успешная самка давала нескольких дочерей, и те строили новые ходы рядом. Участок из одноразового выпуска превращался в самоподдерживающийся город пчел, набирающий силу год от года. Но подлинное испытание оставалось впереди. Как только пчелы перейдут к люцерне, станет ясно, сработала ли стратегия соленой пустыни. Спустя 3 недели после выпуска пчел ученые заметили сигналы, меняющие представление об эффективности опыления. Поля люцерны на краю экспериментального участка Джейка показывали картины цветочной активности, которые традиционная агрономия считала фантастикой. Доктор Харпер установила камеры, датчики, мониторинг полетов. На роликах было видно, щелочные пчелы не просто посещают цветки люцерны, они взаимодействуют с ними так, чтобы максимизировать семяобразование. Прилет, посадка строго в центр, активация пружинного механизма, и пыльца покрывает все тело пчелы. В отличие от медоносных, которые пугались удара венчика и избегали повторять это, щелочные словно ожидали хлопок и использовали его. Цифры поражали. Одна щелочная пчела опыляла около 300 цветков люцерны в день. Считыватели пыльцевых нагрузок показывали, щелочные несли до 3 раз больше пыльцы люцерны, чем медоносные или листорезы, а значит, перенос между растениями был эффективнее. Их размер, поведение и специфические адаптации к люцерне делали их невероятными опылителями. Полевые наблюдения добавили еще один сюрприз. В то время как медоносные и листорезы имели рабочее окно по времени суток, щелочные начинали с рассвета и тянули до сумерек, лучше перенося калифорнийскую жару и не снижая активность в горячие часы. Радиус покрытия рос стремительно. 5-якровая пчелиная кровать Джейка обслуживала более 150 акров люцерны, при том, что учебники обещали максимум около 100. В отдельные дни учетчики фиксировали активность на полях свыше 200 акров от гнездовья, но истинный шок предстоял на уборке. Именно урожай семян должен был заставить скептиков пересмотреть все. Когда пришел сезон жатвы, южно-калифорнийские фермеры, записанные в «Пчелиные сумасшедшие», получили право на последнее слово. Люцерновые поля, обслуживаемые щелочными пчелами, дали такие цифры, что коллеги поначалу отказывались им верить. Поля Джейка Томпсона выдали по 1850 фунтов семян с акра против средних 700 по региону на традиционном опылении. Отдельные секции перешагнули за 2000 фунтов, урожайность, которую эксперты называли невозможной для местных условий. Экономика отреагировала мгновенно. При цене $12 за фунт дополнительные сборы приносили 15-18 тысяч долларов на АКР сверх прежних показателей. На хозяйстве Джейка с его 200 акрами люцерны щелочные пчелы увеличили годовой доход более чем на 2,5 миллиона. И это было только начало. Слух пошел по всем долинам. Коачелла, Империал, Сан-Диего, и фермеры, недавно высмеивавшие соленую затею, спросили, как построить собственные пчелиные кровати. Офисы аграрного развития захлестнули звонки от тех, кто еще весной писал язвительные посты. Эффект вышел далеко за рамки единичных ферм. Производство семян люцерны в Южной Калифорнии выросло на 40% в районах, принявших щелочных пчел. Регион вырвался в лидеры по семенной люцерне, принося миллионы в экономику штата. Семенные компании, покупавшие материал в соседних штатах, вдруг увидели: здесь семя крупнее, жизнеспособнее, с лучшей всхожестью. Южно-калифорнийская люцерна стала премиальной и дорогой. Место, над которым смеялись за свалку пчел в пустыню, стало центром пыльцевых инноваций. Дорогие зрители, что вы думаете об использовании местных видов для решения современных аграрных задач? Расскажите, пожалуйста, в комментариях.
А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.